Официальная версия гласит, что Адольф Гитлер погиб 30 апреля 1945 года в берлинском бункере. Он принял цианид, произвел смертельный выстрел, а затем его тело было сожжено соратниками. Этот рассказ десятилетиями преподносился как неопровержимый факт, символизируя конец нацистской Германии. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что подтверждений этому куда меньше, чем принято думать. Нет независимого судебно-медицинского вскрытия, нет общедоступных останков, нет международной экспертизы, а ключевые свидетельства исходят от людей, находившихся либо под огромным стрессом, либо под советским контролем. Истории очевидцев противоречили друг другу по важнейшим пунктам. Одни говорили, что Гитлер умер от выстрела, другие, что от яда. Одни уверяли, что тела почти сгорели дотла, другие утверждали, что они в значительной степени сохранились. Одни описывали хаотичную сцену, другие — тщательно организованные действия. При этом единственное материальное доказательство, выставленное на показ спустя десятилетия — фрагмент черепа. При ДНК-тестировании в 2009 году оказался принадлежащим женщине младше 40 лет. Эта деталь стала ключевой в большом расследовании журналиста Джерарда Уильямса, который много лет изучал несостыковки, засекреченные документы, отчеты спецслужб и показания свидетелей, чтобы понять, почему история с гибелью Гитлера не подтверждена так, как должна быть подтверждена смерть крупнейшего преступника XX века. Советский Союз первым получил доступ к бункеру, и именно он сформировал начальный нарратив, но этот нарратив менялся неоднократно и непредсказуемо. Сначала советские части сообщили, что обнаружили тело Гитлера. Позже эти сообщения были отозваны. Затем утверждалось, что останки тайно захоронены. Через какое-то время советские официальные лица выражали уверенность в том, что Гитлер сбежал. На Потсдамской конференции Сталин прямо сказал Трумэну, что Гитлер, вероятно, жив. Его генералы повторяли это еще несколько лет. Для режима, известного педантичностью, централизованным контролем над информацией и жесткими протоколами, такая размытая позиция была странной. Если тело было найдено, почему сначала об этом сообщили, а затем отрицали? Если его действительно захоронили, почему не были представлены фотографии, результаты вскрытия, точное место? Если Гитлер наверняка погиб, зачем держать мир в неведении? Уильямс предполагает, что непоследовательность могла быть намеренной. Дезинформация давала Советам политическое преимущество и создавалась в условиях зарождающейся холодной войны, чтобы держать Запад в напряжении, заставлять расходовать ресурсы, искать беглецов и не иметь полного контроля над послевоенным нарративом. Но дело осложняется тем, что в рассекреченных документах ФБР, ЦРУ и других спецслужб действительно содержатся многолетние поисковые запросы, расследования и сообщения очевидцев о возможном появлении Гитлера в Южной Америке. Эти материалы не были немедленно списаны как бред, наоборот, многие из них расследовались, проверялись, перекрестно сопоставлялись, и только после отсутствия прямых доказательств дело закрывали формально, но неубежденно. В одном меморандуме ФБР за 1947 год говорится о человеке, похожем на Гитлера, проживающем в Аргентине, с хромотой, сильным немецким акцентом и вооруженной охраной. Указывались точные координаты удаленного поселения, где, по словам источника, находилось укрепленное поместье. Другие документы описывали появление высокопоставленных нацистов в регионе, случаи закупки земли бывшими офицерами СС, а также воздушную разведку, фиксировавшую объекты, напоминавшие охраняемые базы. Гувер, руководитель ФБР, в одном из писем отмечал, что пока нет тела, нельзя исключать выживание. Эта позиция показывает,
Даже американская разведка, знавшая многие тайны войны, не имела в распоряжении строгих доказательств, только советские заявления, которым тогда не доверяли безоговорочно. Контекст усугублялся существованием крысиных троп, настоящих маршрутов бегства нацистов после войны, поддерживаемых сетью посредников, коррупцией, участием отдельных представителей духовенства, а также благосклонностью некоторых правительств Южной Америки. Известно, что Адольф Айхман, архитектор Холокоста, жил в Аргентине под прикрытием более 10 лет, прежде чем его нашли. Иозеф Менгеле, печально известный «ангел смерти», скрывался в Аргентине, Чили, Парагвае и Бразилии вплоть до смерти. Тысячи офицеров СС исчезали с поддельными документами Красного Креста и Церкви. Аргентина под руководством Хуана Перона открыто принимала нацистских беглецов, считая их полезными для новых индустриальных проектов. Если такие возможности были доступны многим высокопоставленным фигурам, Уильямс считает логичным, что для Гитлера, обладавшего неограниченными ресурсами, разветвленной сетью лоялистов и мотивацией избежать публичной казни, условия были бы еще благоприятнее. Уильямс путешествовал по Патагонии, Андскому региону, удаленным деревням в Аргентине и Чили, где многие жители хранили семейные истории о загадочном немецком человеке, жившем под охраной в уединенных поместьях. Люди рассказывали о высоком мужчине с хромотой, который избегал публики, охранялся вооруженными людьми, говорил мало, но вызывал видимый страх. Эти истории повторялись в разных местах. Брошенные особняки, европейская архитектура в середине джунглей, изолированные немецкие поселения, отказывающиеся впускать чужих. Сами по себе такие рассказы не являются доказательством, однако Уильямса поразила согласованность деталей. Одинаковые описания внешнего вида, манеры, уровня охраны и образа жизни, передававшиеся устно в разных семьях, не связанных друг с другом. На фоне отсутствия подтвержденных останков эта сеть совпадений выглядела подозрительно. И именно здесь провал с фрагментом черепа становится особенно значимым. В течение многих лет его демонстрировали как неопровержимое свидетельство, что Гитлер умер именно в бункере, но анализ в 2009 году показал, что он принадлежал женщине. Если это был не череп Гитлера, то чей? Если он мог десятилетиями лежать в архиве как подлинность, что это говорит о качестве советской экспертизы вообще? А если это фальшивка? Зачем она оказалась в музее? Эти вопросы подрывают основу официальной истории, которая держалась на советских данных. При этом стоматологические фрагменты, часто приводимые как истинное доказательство, никогда не были доступны международным специалистам и основаны на показаниях ассоциированных лиц, а не на полной независимой экспертизе. Уильямс подчеркивает, правительство и историки десятилетиями держались за официальную версию не столько из уверенности, сколько из необходимости закрыть болезненную главу истории. В 1945 году Европе нужно было символическое завершение войны. Мир хотел услышать, что источник зла уничтожен. Союзникам нужна была политическая устойчивость. Они строили новый порядок, проводили Нюрнбергские процессы и не могли позволить себе создать впечатление, что главный преступник может быть жив. Советам было выгодно сохранять неопределенность. СМИ принимали официальную версию как единственно возможную, а любые сомнения объявляли конспирологией. Таким образом, нарратив закрепился, стал институциональным и перестал подвергаться сомнению. Джерард Уильямс не утверждает, что Гитлер однозначно выжил. Он утверждает другое. Смерть Гитлера никогда не была доказана так, как она должна была бы быть доказана, и это оставляет те самые 1%, которые меняют все.
Если вероятность не нулевая, то официальное послевоенное повествование оказывается построено на предположениях, политической необходимости и удобстве, а не на проверенных фактах. И вопрос здесь не в том, чтобы переписать учебники, а в том, чтобы признать, история требует проверки, а не слепой веры. Если ключевая смерть XX века не была закрыта окончательно, то что еще могло войти в историю не как установленный факт, а как удобный миф? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.